Друзья, всем привет, это Феллини, и это новое видео о том, как правильно играть префлоп. Сегодня мы посмотрим, как правильно играть на малом блайнде против свободных позиций. Посмотрим, как корректно защищаться против 3-бета с малого блайнда. А также узнаем, что нам делать на small блайнде, когда к нам прилетел 4-бет. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на этот канал, поставьте там внизу лайкосики. Это очень важно, очень приятно, и вы тем самым вносите весомый вклад в развитие этого канала. Погнали! Начнем с того, что нам делать, когда мы сидим на СБ, и перед нами был рейс, как нам правильно и корректно трибетить. Да, замечу, что у нас не будет стратегии cold call с СБ. Для этого есть две весомые причины. Во-первых, рейк на средних и низких лимитах достаточно высокий. Вы просто можете не вывести эти колы префлопа. То есть мы хотим максимально все вопросы выяснить на префлопе. Второй момент — это то, что мы всегда будем без позиции, и зачем нам играть много сложных, тяжелых решений сомнительных, если мы просто можем трибетнуть. Да, мы тоже будем без позиции, но зато на нашей стороне будет агрессия, если все же человек нас заколет. Начнем с реакции против открытия с ранней позиции. Соответственно, это будет самый тайтовый рейндж 3-бета у нас. 7,2% этот 3-бет. В принципе, все понятно. Что ж тут можно добавить? Ну, восьмерки некоторые трибетят в каком-то проценте случаев. Пожалуйста, трибетьте, если вам нравится. Но вот такой вот трибет точно не будет ошибкой. Против МП. В принципе, очень похожий рейндж. У нас тут чуть больше 8%. У нас добавилось в половине случаев восьмерки, валет 10, дама 10. Эти руки, которые трибетятся в плюс при условии, что вы хорошо сыграете их постфлоп. То есть, если вы подразумеваете, что против оппонента, против которого вы трибетите, у вас серьезное преимущество, то ли он оверфолдит, то ли там постфлопом будет легко с ним разобраться, вы можете трибетить их чаще, вы можете там и другие руки какие-то добавлять. Все в зависимости от того, как вы оцениваете преимущество над своим оппонентом. Против катофа тут у нас уже добавляется разномастный туз-валет. Эти руки, которые были против МП, восьмерки, валет 10, дама 10, они уже без веса здесь трибетятся. Ну, в целом, рейнджи достаточно узкие, достаточно понятные, то есть на каждой стадии добавляется всего несколько рук, и запомнить несложно. Против катов у нас 10% трибет. Против Баттона около 15%. Опять же, кто-то трибетит 9-8 одномастные всегда, кто-то добавляет в трибет пятерки, кто-то всегда трибетит в плюс 10-8, или там, я не знаю, посмотрят на этот рейндж и скажут, в смысле, как даму 9 можно не трибетнуть. Ну, в целом у солвера это все около нулевые трибеты, поэтому нормальный, солидный, то есть там, не знаю, 15% вполне окей. Ну, можно повысить там до 17, я не знаю, но с таким рейнджом у вас сильно проблем возникать не должно. Идем дальше. Как мы реагируем на эти трибеты? Вот примерно так будет выглядеть кол на ранней позиции против трибета с малого блайнда. Десятки вниз в половине случаев. То есть пятерки, если мы открываем, да, то мы колем в половине случаев. Мы с вами все хорошо помним, что с ранней позиции мы либо вообще не открываем эти нижние коннекторы, либо открываем их с низкой частотой. Но вот вы должны помнить, что если уж мы открыли, то против трибета с СБ мы всегда коллируем. Эти руки совершенно не доминируемы против рейнджа трибета с СБ, и они отлично покрывают низкие доски. Что у нас в 4-бете на ИП? Достаточно узкий 4-бет, то есть дамы, валеты всегда кол, короли, тузы 4-бет, туз-король одномастный 4-бет. Можно их тоже коллировать, в принципе, то есть если там супер нетовый оппонент вас трибетит, то подколить, возможно, будет плюсовее. Туз-5 одномастный у нас всегда рука для блефа, вы это прекрасно помните, она везде практически у нас присутствует, кроме тех ситуаций, когда она для блефа слишком хорошая. Король валет
одномастные тоже здесь в половине случаев можно блефовать. Переходим к МП. МП Call выглядит вот так. Опять же, у нас все нижние коннекторы, которые мы открыли, всегда Call. Здесь десятки уже всегда Call. Низ пары точно так же в половине случаев просто по рандомайзеру. Здесь дамы уже в половине случаев можно 4-бетить. Опять же, я бы отталкивался здесь от оппонента. Половина туз-король здесь в коле. То есть если если когда мы на ИП у нас все туз-король разномастные в коле, то на МП уже можно частично уводить в 4-бет. Скажем так, если вы собираетесь играть 4-бет фолд, то я бы всегда туз-король, конечно, разномастно играл бы просто колом. Если против вас какой-то агрессивный оппонент, который изи префлоп запихнет там и добавит еще тут такими туз-5 одномастные в таких позах, то тогда туз-король разномастный можно частично играть через 4-бет. Собственно, вот у нас рейндж 4 бета. Туз-5 уже тут всегда 4 бетятся. Добавляется король 10 одномастные в половине случаев. Туз-дама разномастные здесь уже можно. То есть, опять же, достаточно просто, логично. Идем дальше, котов. На котофе здесь половина валетов уже уходит в 4 бет. Пары ниже девяток. Но опять же, то есть, вот вы можете сказать, как можно на котофе выкинуть 2 девятки или 2 восьмерки. Но это руки, которые колятся при флоп около нуля, поэтому если вы играете какие-то низкие лимиты, где очень высокая рейковая нагрузка, то в целом не ошибка иногда их и выкинуть. Опять же, все нижние коннекторы колятся. Вот здесь вот уже ситуация, когда туз-5 одномастный слишком сильно для 4 бета, поэтому она просто коллируется. Половина туз-дам здесь коллируется. Вторая половина отправляется в 4 бет, к ним добавляются туз-валет разномастные. Здесь из одномастных тузов всегда 4 бетится туз-4. То есть, опять же, легко запомнить, когда туз-5 слишком хорошая для 4 бета, то у вас идет туз-4 в 4 бет. Туз-8, туз-7 в половине случаев 4 бетятся. Туз-король разномастная, опять же, мне часто нравится играть просто колом. Как бы, если выйдет туз или король, вы всегда доминируете топ-пары оппонента. Если не выйдет туз или король, то вы обычно просто коллируете флоп одну улицу практически на любой доске. И дальше либо вы чекаете и забираете на шоудауне, опять же, у доминируемых тузов и королей, либо где-то можете начинать блефовать, либо, опять же, выходит туз или король на терне на ривере, вас грузят 2 ставки, либо вы выигрываете у value, потому что у вас топ-пара топ-кикер, либо вы забираете с блефов. Паттон. Здесь уже половина король 9 можно колить. Опять же, вы можете сказать, что... В смысле, как можно выкинуть, допустим, король 9? Как можно выкинуть туз-8, туз-7 одномастные на 3 бет, когда мы на баттоне? Так что, когда у нас высокий рейк, то эти руки колятся максимум в 0. Уже много раз это повторил, но просто предвосхищая ваши комментарии. 9-8 уже много раз мы обсуждали. Чем же 9-8 хуже других коннекторов? Тем, что она супер доминируема по стритам. Когда нам выходит стрит, то у оппонентов много стритов старше на туз-король. Баттон 4 бет, вот здесь вот эти как раз туз-7, туз-8 находятся, туз-3, туз-2 просто выкидываются. Король 9, дама 9. Десятки у нас половина в коле, половина в 4 бете. То есть против оппонентов, которые очень много трибетят с СБ, таких по-прежнему много ребят, типа там 18, 19, 20. Вы можете начинать играть 4 бет с десятками и против некоторых выставляться при флоп. А против некоторых вы делаете это просто с целью 4 бета на value, и вы, в принципе, не против того, чтобы они вас коллировали. Дальше посмотрим, что же нам делать на СБ, когда мы получили 4 бет. Примерно так выглядит рейндж нашей защиты. Суть в том, что, тоже легко запомнить, туз-даму одномастные мы всегда просто колем, а остальные сильные руки мы либо колем, либо пушим. Вот у нас, соответственно, туз-король, короли плюс, это всегда пуш. Дамы, валеты, можно пушить, можно 4 бетить. И опять же, я бы отталкивался от оппонента. То есть, есть ребята, если они 4 бетят на ранней, валеты можно и выкинуть вообще. А пуш как бы будет совсем плох. Вот. Поэтому
как бы тут я поставил 50 на 50, но как будто бы на низких средних лимитах пуш с валетами зачастую будет так себе. Против МП вот так будет выглядеть пуш, то есть тут уже у нас туз 5 одномастные могут иногда добавляться опять против ребят, только против тех ребят, которые в достаточной степени 4-бетят. Вот так вот будет выглядеть кол. То есть частично мы 3-бетим восьмерки против МП, когда мы на СБ. И в половине случаев от того, что мы 3-бетили, мы здесь коллируем. В принципе, все остальное достаточно стандартно, опять же, насколько я вижу. Против которого вообще легко, то есть, типа, мы пушим просто стандартную value часть, как бы, да, очень легко запомнить. И иногда там накидываем туз 5 одномастных половину. Опять же, иногда валеты можно и поколить, в принципе, не ошибка. Вот так будет выглядеть кол стандартный, то есть король-дама одномастная, тут уже коллируется. Десятки кол всегда, девятки, восьмерки в половине случаев. Против баттона. Десятки можно колить, можно пушить, опять же, в зависимости от того, какой там 4-бет рейндж у баттона. Туз 5, вот тут легко запомнить, что просто пуш всегда, и, ну, редко, когда это будет ошибкой. То есть вы балансируете таким образом свои value руки, и в целом туз 5 неплохо стоит практически против любой руки кола. Это диапазон кола. Король 10, дама валет, вот эти руки около нуля колятся. Ну и пары колятся здесь всегда. Я надеюсь, для вас это видео было полезным. Обязательно задавайте вопросы в комментарии. На большинство из них я постараюсь ответить. И обязательно подпишитесь на телеграм-канал, там внизу будет ссылочка, там очень много чего интересного. Ну и до скорой встречи, всем пока.